Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее утро уже 8-го дня нашего пребывания на этом удивительно красивом и невероятно живописном острове Майорка. Посмотрите, вот так вот припарковали наш автомобиль, нашли небольшой заездик. И, друзья, это уже 4-й выход подводного поиска с металлоискателем. Прямо сейчас мы находимся уже во 2-й раз в небольшом поселке, который расположен на севере этого острова под названием Кала Сан-Висенте. Посмотрите, приближаемся вот на такой вот удивительно красивый, живописный бережок под названием Кала Карбо, друзья. И буквально пару дней назад мы уже делали здесь погружение. Буквально на соседнем побережье, вот здесь вот за поворотиком, находится точно такое же красивое живописное побережье под названием Кала Малинс. Были удивительные находки, включая золото и серебро. Кто видео еще не видел, ссылочка выпрыгнет где-то здесь. Заходите, всем приятного просмотра. Друзья, выбрались специально пораньше. Как вы видите, солнышко даже еще не выскочило из-за горизонта. Слегка волны сегодня, небольшой ветерок. Очень прозрачная вода, как вы видите. Я думаю, волны нам не помешают, поэтому не будем затягивать. И сейчас будем подготавливаться к погружению. Сегодня подготовка немножечко такая интересная, потому что мы не можем спустить здесь свою тележку. Посмотрите, очень крутой спуск, каменистый такой, да, сделанный ступеньками. Поэтому мы сейчас все на себе вот так вот пронесем туда и уже где-то вот отсюда будем погружаться. Все, друзья, не будем затягивать. Погнали! Ну что, друзья, мы полностью приготовились к нашему подводному погружению. Посмотрим, что скрывается на дне этого удивительного побережья Кала Карбо. Мне хороших седалов под катушку. Погнал! Друзья, сегодня у нас 4-е погружение с металлоискателем на острове Майорка, и я безмерно рад вас всех еще раз поприветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды Средиземного моря. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется Nomad Mini от фирмы Blue Tree. Давайте не будем затягивать и посмотрим, какие же сокровища спрятаны на этом удивительном побережье. И первая находка сегодняшнего погружения – современная монета 1 евро. Начало отличное. Долго ждать не пришлось, и буквально через 15 минут нам попадается первая находка в виде ювелирного изделия. Это красивая женская серьга, украшенная блестящими камушками. Бижутерия.
Следующая находка меня очень удивила, но скорее не в момент обнаружения, а уже позже, когда мы вернулись на виллу и выяснили, что это не просто подвеска непонятной формы на кожаной веревочке, а серебряная подвеска от бренда Gucci 925 пробы. Очень неожиданная и приятная находка. Зачет, друзья! На этот раз попадается уже вторая красивая женская серьга и, к сожалению, снова бижутерия. Вот оно. Друзья, этот момент действительно особенный. Это не просто большое и красивое золотое кольцо. Возможно, это одно из самых крупных и тяжелых колец, которое я когда-либо находил за все мои годы поисков. Это мужское, массивное, очень красивое кольцо-печатка 585 пробы с ярко-синим лазуритом, в котором хорошо видны вкрапления желтого перита, а возможно даже золота. Но делать выводы пока рано. Сразу после погружения мы отправимся на виллу, взвесим его и узнаем, действительно ли оно станет лидером среди всех моих найденных золотых колец. Зачет, друзья, зачет! И вслед за золотым кольцом нам попадается еще одна интересная находка. И на этот раз это медный крестик в очень интересном формате. Выглядит он действительно необычно, как будто бы сделан вручную и скорее всего несет в себе какую-то историю. Друзья, напишите в комментариях ваши варианты, как вы думаете, что это за крестик. Будет интересно почитать. На этот раз находка снова порадовала, и нам попадается красивое серебряное кольцо от спортивного бренда Nike, 925 проба.
поводу следующей находки я до сих пор так и не разобрался. Но, как говорит Анечка, это часть от красивого женского браслета, украшенного блестящими камушками. К сожалению, бижутерия. На этот раз нам снова попадается находка, которую определить в очередной раз нам не удалось. Какой-то алюминиевый продолговатый столбик. Да, друзья, приключения на этом не заканчиваются. На этот раз нам повстречался небольшой, но невероятно интересный осьминог. Это первый раз в моей жизни, когда я могу наблюдать за этим удивительным созданием не в аквариуме, не с экрана, а вот так вживую, прямо на дне Средиземного моря. И это действительно невероятное ощущение. Осьминоги считаются очень умными животными, а их способность менять окраску и рисунок тела просто поражает. Он буквально сливается с окружающим подводным миром, и порой заметить его среди камней совсем непросто. Но самое интересное, он совершенно не спешил от меня прятаться. Наоборот, было видно, что ему самому стало любопытно, кто же это пожаловал в его подводный дом. Осьминог повстречался мне впервые в жизни, поэтому мне было очень интересно увидеть его целиком, в полный рост. Я осторожно немного приблизился к нему катушкой от металлоискателя, и он, наконец, предстал перед нами во всей своей красе. Я проплыл за ним еще несколько метров, но завернув за очередной большой камень, он неожиданно исчез. И только уже дома, пересматривая видео, я заметил, что произошло на самом деле. Осьминог максимально быстро прижался к огромному камню и практически мгновенно изменил свой окрас. Невероятное животное и встреча, которую я точно запомню на всю свою жизнь. Следующая находка – очередная женская серьга. И на этот раз снова бижутерия, сделанная из нержавеющей стали. На этот раз нам попадается цепочка, а на ней красивая подвеска в виде женских губ. К сожалению, снова бижутерия.
Да, друзья, сегодня день просто наполнен какими-то невероятными приключениями. Вначале подвеска от Gucci, потом огромное золотое кольцо, встреча с осьминогом, но подводный мир Средиземного моря не перестает удивлять. И на этот раз нам попадается золотой зуб. Кто подписан на нас давно, наверняка помнит, что в прошлом году я находил целую золотую челюсть, и это была в принципе первая подобного рода находка. И вот спустя год уже на Майорке мне попадается золотой зуб. И еще одна изюминка этого путешествия, которая точно надолго останется у нас в памяти о Майорке. Зачет, друзья, зачет! Представляешь? Золотой зуб. Прикинь. Да ладно. Помнишь, я золотую челюсть нашел в прошлом году? И вот мой второй за весь опыт золотой зуб. Я в шоке. На этот раз попадается огромная, уже 4-я женская серьга и, к сожалению, как и прежде, бижутерия. Зато следующая находка снова порадовала, и нам попадается большая серебряная цепочка 925 пробы. И вслед за серебряной цепочкой попадается еще одно серебряное украшение, но на этот раз подвеска, знак зодиака, телец. Друзья, виды здесь просто завораживающие, поэтому в каждом погружении мы не упускаем момента и уделяем минутку, чтобы просто налегке покружить вокруг и понаблюдать за подводным миром Средиземного моря. И, честно говоря, он не перестает нас удивлять. С каждым погружением мы встречаем все больше интересных подводных обитателей. Большое количество разнообразных разноцветных рыбок, морских ежей,
И, например, как сегодня, даже удалось повстречать самого осьминога. Заключительную находку нашего поиска мы обнаружили без помощи металлоискателя. И это солнцезащитные очки. Отличное завершение сегодняшнего погружения. Пора всплывать. Ну что, друзья, нанырялись, напогружались. Очень опять сегодня понравилось. Прозрачность воды шикарная. И даже удалось встретить осьминога, представляете? Впервые в жизни я вот так вот перед собой видел осьминога. Очень удивительное животное. Все, друзья, сейчас не будем затягивать, потому что, как вы видите, уже собирается народ, отдыхающие приходят. Вот там, вон на той стороне уже люди прыгают. Сейчас быстренько собираемся, идем в машину и поедем на виллу, потому что, друзья, жена сейчас поснимает, потому что, друзья, я подозреваю, что вот это вот будет лидер всех моих золотых колец. У меня самое большое было 15 грамм с чем-то, но это, я подозреваю, что даже тяжелее. У меня на вилле есть весы, так что сейчас не затягиваем и отправляемся на виллу, и там уже покажем, что удалось найти. Погнали! Друзья, возможно, кто-то из вас тоже планирует поездку на Майорку, поэтому, думаю, вам будет интересна информация о том, какую машину мы арендовали, где и сколько это стоило. Выбрали мы Audi Q2 2026 года, бронировали заранее онлайн через компанию Viber, а заплатили 955 евро за 18 дней. Ну и, конечно же, можно было арендовать автомобиль намного дешевле. Мы выбрали далеко не самый дешевый вариант, потому что, как вы уже заметили, наша семья ведет очень активный образ жизни. И в особенности здесь, на Майорке, нам понадобится очень часто использовать машину, потому что мы сюда приехали не только заниматься подводными поисками с металлоискателями, а также мы хотим как можно ближе познакомиться с этим удивительным островом. Ну вы посмотрите просто на это. Здесь что ни угол, куда-нибудь завернешь, и вот просто какая-то декорация какому-то, не знаю, восточному фильму. Вы посмотрите, какая красота. Мы ориентировались при выборе машины на несколько критериев. Смотрите, у нас очень много с собой багажа, всякого различного. Вот такие всякие ремни, да, здоровые, тяжелые. Это все может удариться, где-то поцарапаться, много песка, там весла всякие разные. Поэтому у нас страховка полная. Мы не доплачивали никаких депозитов, немножечко платим просто дороже, чтобы потом просто взять, оставить ключи, уехать к себе домой, улететь вернее, и уже не думать, вернут нам депозит, не вернут, так спокойней. Второй критерий был такой, что нам надо неограниченный миляж, да, то есть мы должны проехать очень много, поэтому мы выбрали безлимитный, это опять же дороже из-за этого. Вот смотрите, я сейчас покажу, друзья. Но здесь что я могу сказать? Полный комплект. S-Line, кюшечка 2026 года. Так, ну-ка, давай я заведу сейчас. Смотрите, я хочу показать. Вот, смотрите, 3186 километров она проехала. Вот это мы уже проехали 920 километров. Ну, вы сами можете отнять и посмотреть, насколько эта машина новая. Она очень комфортная. Здесь чего только нету, друзья. Здесь все самые прикольные функции. Динамичная дорога или там комфортная дорога. Здесь вся подсветка меняется. То есть, ну, здесь есть пакет спорт-режим, да, S-Line. Она уже идет на низком профиле. 19 размер колес. Очень уютная. Нечего добавить. Милен, тебе нравится машина, скажи? Да, и, кстати, смотрите. Да, смотрите, вот, друзья, она показывает такие вещи. Это, я говорю, подрастающее поколение. Вот она, понимаете, рисует вот так вот каждую страничку разный рисунок, а потом play нажимаешь, и вот, смотрите. Вы видите? Ну а что, действительно, это можно использовать как какую-то заставочку между переходами, да, видео. Молодец! Да. 5 баллов. Все, друзья, погнали дальше. Ну что, друзья, приехали на виллу, спрятались вот так вот в тенечек под зонтик. Очень жарко, плюс 34, плюс 35. Вот такая у нас обстановка, чисто пиратская. Сушатся гидрокостюмы. Малявка, как всегда, в бассейне. Скажи всем привет. Привет, пупсики. Вот не зря мы, друзья, выбрали именно с бассейном виллу, потому что она за пару буквально дней, покажи, что научилась. Она обуздала, друзья, снорклинг.
Вот так вот сама берет маску, одевает, сама трубку. Вот так вот хоп. И смотрите, и погнала. Представляете? И вот смотрите, она видит, хопа, бортик. Тут глубина 2 метра, если что. Я 1,80 м, меня скрывает чуть ли не с ножками. Ой, с ножками, с ручками. Давай и назад теперь. И вот смотрите, она обуздала, как говорится, снорклинг. И вы понимаете, что теперь? Сейчас я вам покажу, что теперь. Вот, я купил такую золотую монетку. Это вот на таком очень достопримечательном месте, которое называется Мирадор Коломер. Это когда мы только прилетели сюда на Майорку. Первое видео мы записывали как раз с той скалы. Я купил там эту монетку. И вот посмотрите, сейчас я беру эту монетку. То есть вот так вот, хопа. Она куда-то там упала. Я даже не знаю куда. Теперь вот мы берем вот этот вот металлодетектор. Включаем. Даем его ей. И вы представляете, да? Она сейчас вот так вот уже может найти. Хопа, смотрите, хопа, пожалуйста. Опа, нашла! Молодец, пират! Хопа! Вы представляете, да, друзья? То есть еще немножечко потренироваться, и она сможет вот так вот уже на публичных где-то пляжиках, где глубина по колено. Вы знаете, сколько мы нашли золотых колец, да, где по колено? Это реально, ну, это правда. Поэтому она сейчас вот так вот спокойно сможет с таким маленьким смазкой, с трубкой и собирать золотые кольца. На, держи монетку золотую. Ладно, друзья. Самый главный момент сегодня, что случилось. Сегодня случился просто какой-то пик моего хобби, потому что, смотрите, кольцо, друзья, я уже посмотрел, не удержался. Так, помоги открыть, пожалуйста. Подождите. Сейчас, жена Не откроет так быстренько. Вот, и смотрите, друзья, мое предыдущее, самое большое кольцо было 15 грамм и, по-моему, там 30 с чем-то. 15-30 с чем-то. И смотрите, так, надо, вот, по нулям. И смотрите, друзья, бах, 19,08. 19 грамм, друзья, вот такое вот кольцо. Смотрите, камень синий, и там вкрапление то ли золото, то ли еще что-то. Вы понимаете, да, вот такое. И посмотрите, я искал пробы, а они вот здесь. 585, и еще там сверху Queen написано, и еще номер какой-то. Ну, то есть, это уже не просто какой-то, знаете, ювелир, Незнайка работал, делал. Нет, это уже 100% брендовое колечко, тяжелое, 19 грамм, я просто в шоке. Но это, несомненно, конечно, лидер в моем хобби. Я такого кольца еще большого никогда не находил, друзья. Ладненько, продолжаем. Следующий момент, смотрите, золотой зуб. То есть, если вы наблюдаете за нами давно, кто, вернее, наблюдает за нами, уже наверняка помните, что я находил в прошлом году золотую челюсть, прям полную верхнюю золотую челюсть. И вот, смотрите, на Майорке я нашел зуб, друзья, золотой зуб. Вот это просто феномен. Это классная находка. Вот, смотрите, видите, страшилка такая. Но, тем не менее, зубы золотые очень ценятся. Так, 2 золота, друзья. Дальше серебро. Вот эту, когда нашел, подумал, ну что это такое? Непонятно, то ли серебро, то ли нет. Жена сфотографировала, закинула в Google, и оказывается, это Gucci серебро. Мы увидели в интернете, как она должна выглядеть, и я знал, где уже почистить. И посмотрите, почистил. И действительно, Gucci оригинал, Made in Italy, ну, в Италии сделано. И вот здесь вот 925, 2 пробы. И вот тут еще что-то написано Pieces. Представляете, да, вот такое толстенное серебряное украшение на кожаной вот такой вот штучке от Gucci. Я просто в шоке. Дальше вот такое вот серебро, друзья. Серебряное кольцо Nike. Представляете, спортивное вот такое. Дальше подвесочка, знак зодиака бык. И сережка серебряная, вот такая вот маленькая. Ну, она тут немножко ржавая, но я знаю, что это серебро 100%. И еще, друзья, вот такая вот цепочка. Тоже серебро. И по итогу у нас получается 2 золота и 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 серебра, 2 золота. Вот столько много разной бижутерии. Посмотрите, мне понравился вот этот вот крестик. Он какой-то такой, знаете, какой-то языческий. Видите, самодельный, проволочка там. Ну, непонятный такой. Потом вот, судя по всему, что потеряно было недавно, нержавейка. Вот такое вот изделие. И это у нас сережка. И, друзья, там что-то есть.
Вот там, вон, видите, XP, что ли, написано. Ну, судя по всему, бижутерия. Дальше вот такие вот губки. Поцелуйчик на бижутерной цепочке. Большая вот такая вот серьга. Еще вот такая вот серьга. Поменьше. В общем, 3 сережки. Это мы уже под конец нашли. Очки. Уже с женой, когда закончили погружение, мы поплыли. Просто, ну, еще понырять, кайфануть. И вот нашли вот такие вот. Глазами, да, без металлодетектора. И вот такая вот еще часть от чего-то. Жена говорит, от браслета на руку. Очень красивая, с камушками. Все показал, да? А, ну вот, польская монетка, 2 чего-то. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, где-то 13 евро. И еще гвоздь алюминиевый, друзья. Все, вот такие вот находочки были. Очень понравилось, друзья. Блин, каждое погружение на Майорке приносит и золото, и серебро. Мы очень этому рады. Это просто супер. Все, друзья, будем заканчивать сегодняшнее наше такое видео. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Мы поехали дальше изучать Майорку вдоль и поперек. Все, друзья, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.